21 марта 1944 года для гвардии старшего сержанта Дмитрия Федоровича Васнецова началось как обычный фронтовой день, без ощущения даты и без предчувствия, что именно этот выезд станет для него рубежом. В 5 часов 15 минут он получил боевую задачу. Формулировка была стандартной. Разведка боем, 1 танк, прочесать лес западнее деревни Великие Бирки. По данным разведки, немецкие подразделения отошли оттуда 3 дня назад. Требовалось подтвердить. Командир танка, лейтенант Кротов, услышав приказ, усмехнулся и тихо сказал, что 1 танк в лесу — плохая примета. Если там все же сидят немцы, их даже не станут искать, они просто не вернутся. Командир батальона, майор Селезнев, ответил без раздражения, что именно поэтому и посылает лучший экипаж. Если там засада, они хотя бы успеют передать по радио. Спор был закончен. В 5 часов 45 минут Т-34 вышел из расположения и пошел по проселочной дороге, затем свернул в лес. Васнецов вел машину осторожно, обходя воронки, поваленные деревья и обломки техники. Он вел танк так же, как когда-то водил автобус по узким улицам Горького, заранее чувствуя инерцию, выбирая траекторию, не делая резких движений без необходимости. Внутри танка было тесно и шумно, но этот шум давно стал привычным. Кротов смотрел в триплекс, Петухов сидел за прицелом, Носов проверял укладки, Шилов вслушивался в эфир. В 6 часов 27 минут радист поднял голову и сказал, что слышит немецкую речь, танковую радиосвязь, близко. Кротов приказал остановиться. Танк замер, двигатель работал на малых оборотах. Несколько секунд все молчали, слушая треск помех и обрывки чужих слов. Кротов открыл люк, высунулся наружу и медленно осматривал чащу, затем резко опустился внутрь и приказал Васнецову сдавать назад, медленно и без шума. Танк попятился, сначала на 15 метров, затем на 20, затем на 30. И в этот момент Васнецов поймал себя на ощущении, которое знал слишком хорошо, на хрупкой надежде, что еще немного, и удастся выйти, что, возможно, в этот раз пронесет. Он видел такие моменты много раз, и почти всегда они заканчивались одинаково. В его памяти всплывали не отдельные картины, а тяжесть прожитых боев. Сергей Громов, с которым он учился в Казани и ехал на фронт в одном эшелоне, его танк, горевший 18 минут под Прохоровкой, лейтенант Бурмистров, погибший под Думанью, когда 4 немецких тяжелых танка били из-за холма, экипаж Савельева, 5 человек, погибших одновременно под Проскуровым. Он помнил имена, лица, обстоятельства, и именно поэтому, еще до первого выстрела, он уже понимал, что встреча с тяжелыми немецкими танками редко оставляет шанс. В 6 часов 34 минуты из-за деревьев слева показался первый «Тигр», затем второй, затем третий. Васнецов увидел их через смотровую щель как массивные серые силуэты и отметил, как медленно начинают поворачиваться башни. Кротов крикнул идти вперед на полном газу, но почти одновременно из-за деревьев справа вышли еще машины, затем сзади и впереди. Лес словно раздвинулся. Васнецов увидел их все сразу и понял, что танк оказался внутри кольца. 12 немецких тяжелых танков сомкнули вокруг одного Т-34 боевое окружение радиусом около 250 метров. И в этот момент, еще до разрыва первого снаряда, Васнецов ясно осознал, что начинается бой, в котором уставы уже не работают, а выживание будет зависеть только от скорости реакции, точности движений и способности принять решение быстрее, чем противник успеет навестись. В первые секунды окружения Васнецов не думал о маневрах и не строил схем. Он просто делал то, что привык делать в бою, не останавливался.
Кротов схватил микрофон радиостанции и успел передать, что танк попал в засаду и вокруг тяжелые немецкие машины, но координаты назвать не успел. Почти сразу разорвался первый снаряд. Он лег в 10 метрах слева, ударной волной тряхнуло корпус, по броне застучали осколки. Второй снаряд прошел выше башни и срезал антенну, связь пропала окончательно. Третий разорвался справа, ближе, и в этот момент радист Шилов, пытавшийся восстановить антенну, получил смертельное ранение. Осколок влетел в открытый люк и оторвал ему руку. В боевом отделении запахло кровью и порохом. Носов бросился к Шилову, пытаясь остановить кровотечение. Петухов сидел за прицелом. Но стрелять было бессмысленно. Дистанция была слишком большой, а танк постоянно двигался. Кротов стоял в командирской башенке, высунувшись наружу, пытаясь оценить обстановку. Снаряды ложились все ближе. Васнецов вел машину зигзагами, меняя скорость, объезжая воронки. Но он понимал, что это лишь отсрочка. Немецкие наводчики стреляли не торопясь, корректируя огонь, пристреливаясь. Он видел через щель, как башни «Тигров» медленно поворачиваются вслед за его движением. Один из снарядов чиркнул по крыше башни, другой ударил под гусеницу, танк подбросило, Васнецов с трудом удержал рычаги. Затем прямым попаданием был поврежден ствол пушки Т-34. Орудие вышло из строя. Танк остался без возможности отвечать огнем. Через несколько секунд взрыв под днищем отбросил машину в сторону. Васнецов ударился головой, на секунду потемнело в глазах. Следующий снаряд пробил кормовую часть и повредил двигатель, мотор заглох, танк остановился. В этот момент Кротов получил смертельное ранение от осколка и рухнул внутрь башни. Васнецов остался за рычагами один. Он завел двигатель снова, с третьей попытки, и в этот момент понял, что если он попытается уйти по прямой, его догонят и расстреляют с безопасной дистанции. Тогда он вспомнил то, что знал лучше всего — движение. Он знал, что тяжелые немецкие танки медлительны, что их башни поворачиваются медленно, что на неровной лесной почве они не могут быстро менять направление. Он знал это не из учебников, а из опыта. Он резко развернул танк и повел его по дуге, затем изменил направление, затем снова. Он начал двигаться не по прямой и не зигзагами, а по сложной траектории, постепенно сужая радиус, оставаясь внутри кольца. Он заметил, что как только он меняет направление, башни «Тигров» запаздывают, наводчики не успевают скорректировать прицел. Снаряды ложились туда, где танк был секунду назад. Васнецов начал чувствовать ритм огня. Он видел замедление поворота башни и понимал, что выстрел будет сейчас, и в этот момент менял курс. Он не считал секунды и не думал о формулах. Он просто чувствовал машину, ее инерцию, сцепление гусениц с мокрой землей, пределы возможного. Прошло несколько минут, которые растянулись для него в один непрерывный отрезок. Он слышал крики в боевом отделении, но не мог отвлечься. Его задача была одна — не дать остановиться танку. В какой-то момент он услышал другой звук, отличавшийся от разрывов и рева двигателя. Это был звук советских танковых моторов. Подкрепление подходило. Он увидел через смотровую щель силуэты Т-34, входивших в бой с флангов. Начался ближний бой. Советские танки атаковали немецкие машины с разных направлений, пытаясь зайти в борта и корму. Несколько «Тигров» были подбиты, но и Т-34 гибли один за другим. Васнецов продолжал маневрировать в центре, отвлекая на себя часть огня, пока очередным попаданием ему не разорвало гусеницу. Танк остановился окончательно. Он мог только вращаться на месте. Немецкие танки начали медленно сближаться. Васнецов понял, что бой для него закончен. Когда правая гусеница была разорвана,
и танк окончательно потерял возможность двигаться, Васнецов еще несколько секунд держал руки на рычагах, словно по инерции, хотя уже понимал, что машина больше не подчиняется. Левая гусеница вращалась, корпус разворачивался на месте, но уйти было невозможно. Немецкие тяжелые танки медленно сжимали кольцо, подходя на 100, затем на 80 метров. На такой дистанции промах был исключен. Васнецов оглянулся. В боевом отделении лежал командир Кротов, неподвижный, без признаков жизни. Радист Шилов был без сознания, истекший кровью. Наводчик Петухов сидел, держась за голову, контуженный, но живой. Заряжающий Носов был ранен, но оставался в сознании. 2 живых, 2 мертвых. Васнецов понимал, что следующий выстрел уничтожит танк вместе со всеми, кто еще оставался внутри. Он открыл люк механика-водителя, выбрался наружу и поднял руки. Немецкие танки остановились. Башни были направлены на Т-34, стволы смотрели прямо на него. Из одного «Тигра» открылся люк. Наружу вышел немецкий офицер в черной форме танкиста. Он остановился в нескольких метрах, осмотрел поле боя, горящие машины, затем посмотрел на Васнецова и на его танк. Он сказал несколько слов по-немецки, которые Васнецов не понял, но смысл был ясен без перевода. Офицер медленно поднял руку и отдал честь. Васнецов, не сразу осознав происходящее, выпрямился и отдал честь в ответ. Немецкий офицер кивнул, развернулся и вернулся к своему танку. Через несколько минут немецкие машины начали отходить, одна за другой исчезая в лесу. Бой закончился. Через некоторое время к месту боя вернулись советские танки второго эшелона. Подсчитали потери. Несколько немецких тяжелых танков были уничтожены или выведены из строя. Советская рота потеряла большую часть машин и людей. На следующий день Васнецов был вызван к командиру бригады и подробно доложил о бое. Он рассказал, как двигался, как менял направление, как заметил запаздывание поворота немецких башен и начал использовать это не по уставу, а по необходимости. Его рассказ заинтересовал командование. Маневр был разобран, проверен на учениях и признан применимым в определенных условиях. Его включили в программу подготовки механиков-водителей под неофициальным названием «Спираль Васнецова». Васнецов продолжил службу до конца войны, дошел до Берлина, был награжден Орденом Отечественной войны первой степени. После демобилизации он вернулся в Горький, снова стал водителем автобуса, прожил тихую жизнь, редко рассказывая о войне. Он не считал себя героем и всегда говорил, что в том бою просто делал единственное, что мог — не давал остановиться машине. Он умер в 1991 году. Маневр, который он применил в марте 1944 года, до сих пор изучается как пример того, как индивидуальный опыт и мгновенное решение могут повлиять на исход боя и спасти жизни. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.